Всем доброго утра. Итак, друзья мои, я хочу подарить вам грузинские ритуалы, которые созданы мной и взяты за основу традиции, обычаи, древние поверья, знания грузинских ведьм и бытовой магии, которая использовалась в Грузии издревле. Я создала это на основе языческих традиций и средневековых традиций обращений к силам. И эти ритуалы в основном для женщин. Хотя есть один ритуал, который может воспользоваться и мужчина, но в принципе в основном это для женщин. Поскольку это касается их красоты, обаяния, покорения мужских сердец и так далее. Есть такое поверье в Грузии, такая традиция привязывать ленты к деревьям. Но это не только в Грузии, это вообще в Закавказье традиция очень древняя. Привязывать ленты к деревьям и просить о помощи. А точнее, есть одно дерево, которое обычно растет возле храмов или возле таких мест силы. И называется это Натурисхе, что в переводе означает дерево мечты или дерево желания. Поскольку на деревьях и в их листвах обитают духи, и я об этом вам говорила, деревья являются пристанищем духов. Поэтому относятся всякие откупы, всякие пожертвования, да, подношения к деревьям. Считается, что через мир духов, через деревьев они связываются с потусторонним миром и отдают дань. Так вот, просить дерево, северокавказские народности, например, адыгейцы, адыги, у них вообще в традициях поклонение деревьям. Поэтому это не новая вещь, и эта традиция издревле идет и очень сильно работает. Если вы хотите, чтобы ваше желание исполнилось, в основном это желание должно касаться карьерного роста, денег, то есть материальных благ. Сюда не относится любовь, сюда не относится порабощение человека и прочее. Это должно касаться материальных благ. Если вы хотите, чтобы ваше желание касаемо получения сиюминутной помощи исполнилось, то совершите следующий обряд. Вам нужно для этого красная лента. Нужно выбрать дерево. Дерево подальше от человеческих глаз. Вино, бутылка вина. Желательно возьмите такое вино, которое можно открыть там на месте, потому что немного надо вылить на корни. Монеты по вашему возрасту и монеты одного номинала, то есть или пятаки, или десятки, например. Вот сколько вам лет, по числу ваших лет и берете эти монеты. Подходите к дереву, привязывайте красную ленту и говорите. Слова лучше произносить на грузинском языке. Перевод примерно такой. Дерево желания, дерево мечты. Дай мне то, что я прошу. Отец Армази, мать, дух местного, то есть данного места. У Грузии есть такое поверье. Услышьте меня и помогите. Аминь, аминь, аминь. И
привязывайте и говорите это. Говорите это 7 раз. После говорите громко свое желание. Ну, не кричите там. Ну, говорите громко, не в полголоса. Потом открывайте вино, выливайте немного на корни, ставите, положите откуп и говорите: дарю. Отвернитесь и уходите. За короткое время ваша просьба услышится. Это может относиться и к, скажем так, клиентской базе, если у вас интернет-магазин или так вот магазин натуральный. Итак, начали. Я потом их передам Яне, она как бы наберет текст и наберет правильно. Как всегда она это делает. Хе натуриса, хе оцнебиса, момеци рац втхов. Мама армази, деда адглисао, моисминет, моихмарет, аминь, аминь, аминь. Небольшие заговоры, но очень сильные. Навести красоту перед зеркалом. У вас кожа потом будет очень свежая, приятная. Но этот ритуал, в общем, на один раз. На свадьбу или собираетесь, на свидание. Если вы это сделаете ночью, ляжете спать, на следующий день вы будете просто сверкать среди женщин. И перевод примерно такой. Здесь фигурирует легенда о ведьме, у которой было 7 дочерей. И каждая из них что-то дарила девушкам. Примерно так созывали красоту. Но я в более упрощенном варианте это вам дарю, чтобы для вас это было более как бы удобно провести. Вам нужна красная свеча, зеркало. Этот ритуал проведите в сумерки. А желательно перед сном. Проведите и ложитесь спать. Если вам завтра нужно куда-то собираться, устроиться на работу, я не знаю, на свидание, в общем, на какое-то важное мероприятие. Ставите зеркало, зажигайте свечу, читайте 3 раза. Нужно потушить свечу пальцами и ложиться спать. Ну или там, если есть у вас чем потушить. Дедас эксви калишвили хавда. Читаю медленно, чтобы вы вниклись. Პირველი სილამაზე მომცა, მეორე სინაზე მომცა. მესამე სისუფთა სახე მომცა, მეოთხე მზის მუხტი მომცა, მეხუთე მთვარისფერი მომცა. მეექვსე ჯადოქარობა მომცა, ჯადოქრობა მომცა. მეშვიდე მითხრა, ქალებს შორის ერთადერთი ხარო. Аминь. Необычный язык, правда? Но вот такой язык гортанный и древний. Зато сильный. Обладает очень сильной энергетикой, поэтому если именно на грузинском это будет сказано, это будет эффект намного больше. Поэтому именно на грузинском вам и передаю. Очаровать мужчину. Идете на свидание, чтобы очаровать мужчину. Читайте на воду 12 раз. Умывайте лицо, а потом можете и косметику наложить, и что хотите. Я вас уверяю, что вы там будете сверкать. Слова примерно такие. Я как луна среди звезд, я как солнце среди туч, я как царица среди княгинь, твое сердце в моих руках. О небесная Матерь,
Пусть будет, как я прошу и как я хочу. Ну, в общем, перевод приблизительно такой. Итак. მე ვარ თვარესავით ვარსკვლავების შორის. მე ვარ მზისავით ღრუბლებს შორის. მე ვარ დედოფლისავით გნეინებს შორის. შენი გული ჩემ ხელშია. ოზეციური დედა, იყოს ეგრე, როგორც ვთქვი, როგორც მე მინდა და როგორც ვთხოვ. Аминь. Ну что ж, пользуйтесь на здоровье. И как все мои работы вам принесут немало благ и удачи. Кстати, армянский ритуал исцеления очень силен. Я вам советую не лениться и проводить. Всего хорошего. Каргат и хавит.